Привет! Спустя 3 года после запуска довольно успешного планшета Mi Pad 4 компания Xiaomi наконец представила планшеты нового поколения. В семейство вошли базовый Mi Pad 5 и более продвинутый Mi Pad 5 Pro, который предлагает пользователям возможность работы в сетях 5G. Оба устройства выделяются красивым дизайном и выглядят как премиум класс. Давайте рассмотрим обе новинки подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro оборудованы ЖК-экранами с разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплеи обоих устройств могут похвастаться естественной цветопередачей и функциями, позволяющими снизить излучение вредного синего света. Оба планшета поддерживают Dolby Atmos и, по словам производителя, обеспечивают превосходное качество звука. Mi Pad 5 оснащен 4 встроенными динамиками, в то время как Mi Pad 5 Pro получил целых 8 динамиков. Такого еще, по-моему, не было. Xiaomi заявляет, что устройство обеспечивает качественное воспроизведение всего частотного диапазона. Mi Pad 5 Pro основан на Qualcomm Snapdragon 870, в то время как сердцем Mi Pad 5 выступает Snapdragon 860. Оба устройства доступны в модификации с 6 гигабайтами оперативной и 128 или 256 гигов постоянной памяти. Самый продвинутый Mi Pad 5 Pro 5G доступен только в версии с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайт накопителем. Mi Pad 5 оснащен одинарной 13-мегапиксельной основной камерой. Mi Pad 5 Pro 13-мегапиксельный сенсор дополнен 5-мегапиксельным датчиком глубины. Оба устройства оборудованы 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Отдельно стоит отметить версию Pro 5G, который вместо 13-мегапиксельного датчика основной камеры предлагает аж 50 мегапикселей сенсор. Базовый Mi Pad 5 оснащается батареей емкостью 8720 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 33 Вт. Прошка может похвастаться 8600 мАч аккумулятором и поддержкой 67 Вт зарядки. Новые планшеты работают под управлением фирменной операционной системы MIUI 4Pad, в основе которой лежит Android 11. Интерфейс прошивки сильно напоминает iPadOS, и это неплохо, и ощутимо отличается от того, который используется в MIUI для смартфонов. MIUI 4Pad поддерживает настраиваемые методы ввода, разделение экрана, многооконный режим и ряд других функций, выводящий опыт работы на уровень, близкий к ПК. Также вместе с планшетами Xiaomi представила активный стилус и защитный чехол с клавиатурой. Стилус оснащен 2 кнопками, одна из которых запрограммирована на создание быстрых заметок и переключение кистей в графическом редакторе. Вторая клавиша позволяет делать скриншоты, что тоже удобно, и переключать цвета кистей. Для сопряжения стилуса с планшетом его необходимо всего лишь положить к боковой грани устройства. Где-то мы это, по-моему, видели. На полную зарядку устройства ввода уходит около 18 минут, после чего его можно непрерывно использовать в течение 8 часов. Mi Pad 5 доступен в черном, белом и темно-зеленом цветах. Версия со 128 гигабайтами накопителя стоит 23 тысячи рублей, а цена планшета с 256 гигабайтами памяти достигает 26. Самый продвинутый Mi Pad 5 Pro 5G доступный в единственной модификации с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигов накопителем. Будет стоить такая штука около 40 тысяч рублей. Напишите в комментариях, как вам новинки, насколько они лучше, чем iPad. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных новостей. Пока-пока.